Примерно в 2 часа ночи сержант Глен Амадео проезжал на патрульной машине по мосту над рекой Пасаик. Он заметил припаркованный внедорожник и троих парней, которые тащили что-то тяжелое. Глену показалось это странным. Он припарковался и быстро направился к парням. Тяжелой ношей оказался большой чемодан, от которого исходил неприятный запах. Кем были эти парни? И что они пытались скрыть в чемодане? Давайте разбираться. Месть. Говорят, это блюдо нужно подавать холодным. Герои этой истории наверняка придерживались такого же мнения. Они нанесли свой удар в тот момент, когда жертва этого совершенно не ожидала. В каждой школе есть задиры. Одним из них был ученик средней школы 14-летний Джеймс Зарате. Он часто дрался и хвастался этим, донимал окружающих ради развлечения. Осенью 2003 года, когда начался учебный период в школе, Джеймс выбрал в качестве объекта для нападок 14-летнюю Дженнифер Паркс. Они не только учились в одной школе, но и жили по соседству. Дженнифер была очень доброй, отзывчивой и безобидной девочкой. Она хорошо училась, с удовольствием помогала одноклассникам, но в школе в основном держалась особняком. Как таковых друзей у нее не было. Джеймс не давал проходу Дженнифер. При каждой случайной встрече он обзывал ее уродливой и толстой, выбивал из рук учебники или выхватывал их и швырял. Девочка старалась игнорировать своего обидчика, она даже не пыталась противостоять его нападкам. Каждый раз Дженнифер возвращалась домой после школы в слезах. Ее мать Лори пыталась положить конец этим издевательствам. Она неоднократно просила отца и мачеху Джеймса поговорить с мальчиком о его поведении. Говорила, чтобы он оставил в покое ее дочь. Но те не хотели брать ответственность за поведение сына. Они говорили, что их мальчик хороший и совсем не хулиган. Разговоры родителей Дженнифер с Джеймсом также не дали результатов. Пытаясь хоть как-то защитить свою дочь, Лори обратилась к директору школы с просьбой развести детей по разным классам. Директор вошла в ситуацию и исключила Джеймса из тех классов, которые посещала Дженнифер. Мальчика это очень разозлило. В отместку он разбил окно в машине Лори. Женщина обратилась в полицию, и Джеймса арестовали. Его обвинили в умышленном повреждении имущества. Некоторое время мальчик находился в колонии для несовершеннолетних, а затем его отправили к матери в город Гарфилд, штат Нью-Джерси. Теперь Дженнифер и ее обидчика разделяли 60 километров. Она вздохнула с облегчением. Жизнь девочки начала налаживаться, теперь она приходила со школы в прекрасном настроении. Но отъезду Джеймса были рады не все. Его старший брат Джонатан остался в одиночестве. На тот момент парню было 16 лет, его исключили из старшей школы. Он, так же как и младший брат, был хулиганом и задирой. Раньше братья проводили время вместе, но теперь Джонатан практически не выходил из своей комнаты, которая находилась в подвале. Обстановка в доме Зарате была напряженной. Родители братьев, Мари и Джон, развелись в 1997 году. На тот момент Джонатану было 8 лет, а Джеймсу 6. Некоторое время мальчики жили с мамой, но вскоре она вышла замуж. Так у мальчика появился отчим по имени Родриго. Вместе они жили недолго. Родриго не мог наладить отношения с мальчиками, между ними постоянно были конфликты. Поведение братьев стало сильно ухудшаться. Мари не справлялась с воспитанием. Как потом она говорила, мальчики стали злыми. Она предполагала, что это развод так отразился на них, особенно на старшем сыне Джонатане. Он стал нервным, начал грызть ногти, замкнулся в себе. Иногда что-то бормотал себе под нос, расхаживая по комнате взад-вперед. Мария обращалась к психиатру, но тот не выявил отклонений и даже не стал прописывать успокоительные препараты. Вскоре мальчики переехали жить к отцу в город Рэндольф. Джон к тому времени уже женился во второй раз и обзавелся еще одним ребенком, дочерью. Для сыновей Джон обустроил комнату в подвале. Когда Джеймса отправили к матери, состояние Джонатана резко ухудшилось. Он практически не выходил из своей комнаты. В его поведении, кроме нервозности и приступов ярости, начали проявляться и другие странности. Парень мог кричать или хохотать без причины, перестал посещать туалет,
Ему было противно притрагиваться к унитазу. Парень испражнялся в штаны или использовал пакеты, которые бросал на пол в своей комнате. Ванную комнату Джонатан все же посещал, причем проводил там довольно много времени и за один раз мог использовать целый кусок мыла и довольно большое количество воды. Джону это очень не нравилось. Иногда он даже перекрывал воду, чтобы Джонатан не проводил так много времени в душе. Отец пытался повлиять на поведение сына, заставляя вернуться в школу или найти работу, но тот его игнорировал. Пока в семье Зарате Джон с супругой пытались справиться с состоянием старшего сына, в соседнем доме Дженнифер Паркс радовалась жизни. С того момента, как ее мучитель уехал из города, прошло уже 2 года. Девочка просто расцвела, стала более открытой и общительной. Когда Дженнифер исполнилось 16 лет и она закончила 1 класс старшей школы, она совсем забыла о Джеймсе. Более того, она подружилась с его братом, Джонатаном. На тот момент ему было 18 лет. Однажды он подошел к Дженнифер, когда та читала книгу во дворе своего дома. Между ними завязался разговор. С тех пор они общались почти каждый день. Казалось, Джонатан изменился, стал более спокойным и уравновешенным. Внимание со стороны парня льстило Дженнифер. Вскоре у нее начали появляться чувства к Джонатану. Ей казалось, что она тоже нравится ему. Но, к сожалению, девушка и не подозревала, что под маской дружелюбия парень скрывал чудовищные намерения. Поздним вечером Дженнифер общалась в чате с Джонатаном. В то время ее родители уже спали. Вдруг парень предложил девушке зайти к нему в гости, чтобы вместе посмотреть телевизор. Дженнифер нравилось внимание со стороны Джонатана, поэтому она без колебаний приняла его предложение. Когда девушка отправилась в дом соседей, прихватив с собой попкорн, было почти 2 часа ночи. Она думала, что они будут вдвоем, но парень не сказал, что накануне вернулся его младший брат Джеймс. Он все еще был зол на Дженнифер, ведь, как он считал, по ее вине его отправили жить к матери. Девушка в прекрасном настроении вошла в комнату Джонатана. Он закрыл за ней дверь, и приветственная улыбка сменилась злостью. Парень начал говорить, что ненавидит ее, что она во всем виновата. Она была в замешательстве, не понимала, в чем Джонатан ее обвиняет. Вместо ответа на вопрос она получила удар по лицу. В тот момент в комнате появился Джеймс. Все это время он прятался в туалете. В его руках был металлический прут. Парень накинулся на девушку и принялся наносить удары по ее телу. Чтобы заглушить крики Дженнифер, Джонатан засунул ей в рот бандану. Затем он взял нож и начал безжалостно наносить удары. У Дженнифер не было шансов спастись. Когда парни наконец-то остановились, вся комната была залита кровью. У братьев был большой чемодан, в котором хранилось туристическое снаряжение. Они притащили его в подвал, вытряхнули содержимое и попытались поместить в него Дженнифер. Но когда поняли, что целиком поместить тело в чемодан не получится, Джонатан решил отрезать девушке ноги. Он сделал надрез в районе бедра, но понял, что у него ничего не получится. Тогда он начал резать ноги в области колен, после чего положил их в пакет для мусора. Чемодан и пакет братья поместили в багажник автомобиля, который стоял во дворе. После этого они принялись за уборку, используя большое количество отбеливателя. Конечно, избавиться от всех следов им не удалось, они оставили достаточно улик. Утром Лори вошла в комнату дочери, но там никого не оказалось. Она вместе с мужем осмотрела весь дом, задний двор. Дженнифер нигде не было. Тогда супруги начали обходить соседей, девочку никто не видел. Лори обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Поиском Дженнифер привлекли большое количество сотрудников полиции. Детективы опрашивали всех соседей, в том числе Джонатана Зарате. Парень выглядел спокойным и невозмутимым. На вопрос о том, видел ли он Дженнифер, он ответил, что не видел ее последние несколько дней. Также он добавил: «Если вы ее найдете, то, пожалуйста, известите меня об этом». Родители Дженнифер, соседи и волонтеры продолжали искать девушку. Им и в голову не могло прийти, что ее тело находится совсем рядом, в машине, припаркованной возле дома Зарате. Весь район был в ужасе, а братья вели себя так, будто ничего не случилось. В тот день они сделали новые стрижки, принимали в доме гостей и весело праздновали день рождения младшей сестры. Вечером братья отправились в клуб.
Той ночью родители Дженнифер не могли уснуть. Дэйв, отец девочки, постоянно поглядывал в окно, прислушивался к звукам машин. Они надеялись, что вот-вот им сообщат, что дочь нашли живой и невредимой. В очередной раз, выглянув в окно, Дэйв заметил, что от дома Зарете отъехал автомобиль с выключенными фарами. Было 2 часа ночи. Мужчина не придал этому значения. Ему бы и в голову не пришло, что в багажнике той машины находится расчлененное тело его дочери. Тем временем автомобиль Зарете направлялся к реке Пассаик. Он остановился на мосту. Из него вышел Джонатан и Джеймс со своим другом Владимиром Базилио. Парни вытащили чемодан из багажника и намеревались сбросить его с моста. По счастливому стечению обстоятельств через мост ехала патрульная машина. За рулем был сержант Глен Амадео. Он заметил, что 3 парней пытаются поднять что-то тяжелое и направляются к перилам моста. Он быстро припарковался и направился к парням. Те бросили чемодан и хотели уже сесть в машину, но Глен прокричал, чтобы они не двигались с места, и пригрозил пистолетом. Подойдя ближе к чемодану, сержант учуял неприятный запах, который невозможно спутать ни с чем. Тело Дженнифер пролежало в багажнике сутки. В тот день на улице было очень жарко. Глен вызвал подкрепление, которое довольно быстро приехало на место происшествия. Офицеры открыли чемодан и замерли от шока. Там лежало окровавленное тело. При обыске автомобиля в багажнике также был найден мусорный пакет с отрезанными ногами. Парней тут же арестовали и забрали в участок. Полицейские быстро выяснили, что в чемодане была Дженнифер Паркс. Ее родителям сразу сообщили страшную новость. На допросе Джонатан взял всю вину на себя. Он утверждал, что это он убил Дженнифер. Все произошло случайно. Якобы между девушкой и его младшим братом Джеймсом произошла ссора. Она ударила его, а Джонатан защитил брата, но в порыве ярости не смог остановиться. Испугавшись того, что он натворил, было принято решение избавиться от тела. Слова парня были опровергнуты. Благодаря заключениям судмедэкспертов и проведению тщательного расследования выяснилось, что к убийству девушки причастны оба брата. К тому же защита утверждала, что Дженнифер была безобидной, она бы точно не ударила человека, ведь даже в момент, когда Джеймс издевался над ней в школе, она не могла дать словесный отпор, а молча терпела. Судебные разбирательства длились 4 года. В конечном итоге братьев приговорили к пожизненному заключению. Что касается друга Джеймса, Владимира, то изначально он утверждал, что ничего не знал. Его попросили помочь выбросить мусор, но на суде он все же признался, что Джеймс рассказал ему о содержимом чемодане. И даже поделился тем, как он с братом все спланировал и осуществил. Владимиру также присудили тюремное заключение, но срок неизвестен. Парня обвинили в сокрытии преступления и участии в незаконном захоронении тела. Скорее всего, срок был небольшим, так как на тот момент парню было всего 14 лет. Основным мотивом этого страшного преступления стала месть. Но на суде, спустя 2 месяца после начала разбирательств, Владимир сказал, что между братьями был спор. Джонатан утверждал, что у Джеймса не хватит смелости убить кого-то, а тот хотел доказать обратное. Насколько эти слова были правдивы, суду установить не удалось.